Глобальное обновление Мока уже выходит завтра, спустя почти целый год. Вчера поздно ночью разработчики выпустили новый выпуск Мокомс, или же по-нашему Мо Новости, где наконец-то нам подробно показали, что именно нас ждет после технического перерыва, который продлится сегодня весь день. Теперь вся прогрессия строится вокруг оружейных спринтов, то есть каждое оружие становится отдельным пропуском со своими наградами, ядрами и премиальной косметикой. Если посмотреть на геймплей из ролика, видно, что оружие довольно четко разнесли по разным стилям игры. Скорострел — это универсальный дальний вариант, стреляет быстро, замедляет врагов, дает урон по области и при этом может подхиливать. Хедбэнгер же оружие ближнего боя с массовыми ударами, ударной волной и самоисцелением через заряженный супер. Посох Вайба же после переработки теперь является смесью поддержки и урона. Есть хил, есть дамаг, плюс АОЕ через вращение и призыв питомца. Электролет — это контроль, урон по области, эффекты от рывков и гибрид урона с хилом через электричество. Лавовый щит уже больше про танка, ближний бой, защита через щит и восстановление, плюс урон по области через огненные эффекты. Техноперчатки же гибрид под любые ситуации. Они могут атаковать и по одной цели, и по площади, а при необходимости и лечить. Ну и ядовитый лук, который дает постоянный дамаг, плюс контроль и выживаемость через эффекты. Оружие можно будет также прокачивать с помощью ядер улучшения, которые прокачивают определенные способности оружия. Хоть и прибавка небольшая, но как по мне, эта система намного интереснее старой, где ты тупо прокачивал уровень, фармя опыт. По поводу разломов. Теперь у них есть цели, отдельные таблицы скоростного прохождения и заслуги сезона. А чем быстрее ты их проходишь, тем больше заслуг можно получить, попадая в глобальную таблицу лидеров, получая кучу косметических наград на пути элитного охотника. Еще разработчики полностью убрали красные зоны атак у монстров, то есть теперь игра намного сильнее завязана именно на чтение анимаций, реакцию и тайминги рывков. И честно, на геймплее это выглядит намного динамичнее старой версии, потому что раньше часть боев буквально сводилась к тому, чтобы просто выбегать из красных кругов и тапать по способностям, когда они откатываются. Теперь же монстры выглядят намного опаснее, а сама боевка живее. Думаю, это изменение очень сильно повлияет на игру. И по поводу додзи. Оно по-прежнему будет в игре, но теперь оно напрямую связано с освоением оружия и заслугами. То есть, когда вы открываете новое оружие, вам будет доступно новое додзи. То есть, по сути, разработчики хотят разделить активности по ролям. Экспедиция — это основной фарм энергии хаоса, разломы — это соревновательность и заслуги, додзё — это освоение оружия и челленджи, оружейные спринты — основная прогрессия сезона. Из-за этого игра начинает ощущаться намного цельнее. Все это будет обновляться каждый месяц. И вот уже становится понятно, зачем понадобился полный сброс прогресса. Потому что старую систему просто невозможно было бы нормально совместить с новой структурой игры, так как слишком много изменений. Но разработчики уточнили, что косметика, валюта и уровень коллекционера сохраняются. Остался главный вопрос только в одном: сможет ли игра удержать онлайн после выхода новой системы? Посмотрим. Так как все будет видно только через несколько недель, когда игроки пройдут кучу контента, мы увидим, насколько он будет вообще разнообразен. Ну а в идеале надо игре дать как минимум пару сезонов для полной оценки всех нововведений. Я же считаю, что обновление в Моку получилось очень крутым и масштабным, и ожидание все-таки стоило того. И самое лучшее для меня то, что теперь мы будем регулярно получать обновления. Не знаю, конечно, как часто они будут выпускать новые миры и монстров, время покажет. Завтра выйдет обновление, и если у меня получится, я запущу стрим, где я впервые с вами буду играть и оценивать все, что выйдет в Моку. Как говорится, первое впечатление. Ну и напоследок, ребят, хочу передать всем вам и себе привет, кто смотрит этот ролик с ностальгией по Мока в будущем. Мне также интересно, что произошло за это время с моим каналом. Надеюсь, больше 10 тысяч подписчиков я уже получил, и что Мока сейчас очень популярная игра. Вот такой вот Мока был раньше, когда мы сидели и ждали почти год обновления. Раньше не было системы ротации миров и разломов, и мы проходили контент линейно по главам, из-за чего подбор практически не работал. Также в этой версии присутствовали гаджеты для оружий и снаряжения, которые можно было менять и собирать свой билд. Ну а также была программа элитного охотника, которая была довольно гриндовой. Но теперь эти времена прошли, и надеюсь, мы все играем в игру, которую я в прошлом даже не представлял, что она станет такой, какой стала сейчас в будущем. Ну а с вами был ПКДиш, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать ролики по Моку. Ну и если вам понравился ролик, поддержите его лайком. Это меня мотивирует продолжать делать ролики дальше. До встречи в завтрашнем обновлении. Всем пока!